Если у вас есть лишние 69 миллионов долларов, вы можете купить целый автопарк, несколько шикарных квартир, футбольных команд или вот эту NFT-картинку. Многие уже и забыли про рынок NFT из-за медвежьего рынка криптовалют. Давайте немного вспомним. NFT – это невзаимозаменяемый токен, то есть это может быть любой цифровой актив, в том числе картинка или гифка, которая имеет четко указанную историю владельцев и стоимости продаж. Собственно говоря, именно это и дает столь высокую ценность. Например, очень известный человек купил NFT за 10 тысяч долларов, и сам факт того, что этот человек владел этой картинкой, может увеличить стоимость в десятки и даже сотни раз. Мой канал не о криптовалютах, а о нейросетях, и сегодня я покажу, как легко и просто можно самому создать целую NFT-коллекцию, причем в различных стилях и с помощью разных сервисов. Вы на канале Evancent, не забудьте поставить лайк и давайте разбираться. Как и всегда, для генерации изображений можно использовать различные нейросети. Midjourney считается одной из лучших, но она стала платной, а я с канала не зарабатываю ничего, чтобы позволить тратить деньги на подписку. Поэтому обязательно поддержите видео лайком, а если вдруг кто-то захочет поддержать канал материально, я оставлю ссылку на донат в описании. На втором месте в моем рейтинге расположен Leonardo AI, с чего мы и начнем генерацию изображений. Данный сервис доступен абсолютно бесплатно, хоть и имеет свои ограничения. Каждые 14 часов вам дают 150 монет, которые вы можете тратить на генерацию изображений, а это уже может стоить от 1 до 40 монет за штуку. Все зависит от сложности запроса и количества используемых настроек. И вводя довольно простые запросы, я получаю весьма приятные и качественные результаты. И здесь действительно большую роль отыгрывает именно модель, по которой вы работаете. По моему личному опыту, модель Leonardo Diffusion XL и Leonardo Vision XL дают самые лучшие и качественные результаты. И чем точнее будут ваши запросы, тем более качественными будут и результаты. Поэтому не ленитесь уточнять ваш запрос. Вы можете ввести то, что вы хотите получить, и то, что не хотите. Это очень круто и удобно. И буквально за 5 минут у меня получились вот такие результаты. Честно говоря, Leonardo AI не перестает меня удивлять своим качеством прорисовки и освещения. Это реально 10 из 10. К тому же здесь есть удобная функция редактирования изображений, за что отдельно можно выразить респект. Это безумно крутая и удобная штука, особенно для монтажа видео или анимаций, и этой функцией я весьма часто пользуюсь. Еще одним классным сервисом для создания картинок является Recraft AI. Данный сервис уже не раз обсуждался на моем канале, а вдруг кто не видел эти видео, обязательно зайдите и посмотрите. Recraft AI специализируется на более мультяжных и векторных изображениях, то есть он имеет свой уникальный стиль, а в творчестве, в том числе и в NFT проектах, ценится именно уникальность. Кстати, сервис работает абсолютно бесплатно как на количество генераций, так и на скачивание готовых изображений, за что большое спасибо. Сервис работает очень просто и понятно. Выбираете необходимую вам модель, вводите очень простой запрос и буквально через 5 секунд получаете несколько готовых изображений. И если создавать картинки в стиле NFT с обезьянками, то вот такие результаты у вас могут получиться. Конечно же, вы можете создавать и другие изображения в различных цветовых оттенках, но лично мне и так нравится то, что получилось. А вы можете написать свое мнение в комментариях, будет очень интересно обсудить. Кстати, в этой нейросети очень круто, что есть функция создания похожих изображений, причем можно регулировать степень схожести от 1 до 10, и таким образом у вас будут разные картинки в одном стиле и ракурсе, что тоже очень круто и удобно. Честно говоря, я часто залипаю в таких сервисах и проверяю, на что они способны, и на мой запрос «Трамп рок-звезда» я получил вот такие результаты. Разве это не круто? Как по мне, это очень прикольно и стильно. И кстати говоря, некоторые президенты сами выпускают коллекции NFT, в том числе и Трамп. Но я должен вам сказать, что ценность NFT зависит и от автора. Если каждый школьник будет создавать десятки тысяч картинок, они не будут стоить абсолютно ничего. И даже за $1 никто не купит целую коллекцию, какой бы качественной и крутой она ни была. А если вы популярная личность, например, блогер-миллионник, почему бы и не выпустить свою коллекцию? Поэтому изучайте этот вопрос более подробно самостоятельно. Я лишь показываю вам инструменты, как и что можно сделать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень важно для меня и для продвижения канала в принципе. Всем спасибо и до новых встреч в новых видео. Пока.